Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим же видео. А я вам сегодня на этом канале подготовила новый интересный узор. Этим узором можно уже вязать осенние вещи. Хотя образец я вам показываю из хлопка, но достаточно из грубого хлопка. Это хлопок бегония турецкого производства. И этот образец я связала крючком номером 1,5, размер головки крючка в миллиметрах, японского производства фирмы Tulip. В этом образце я взяла пряжу секционного крошения, или ее еще называют меланжем, и получилась у меня вот такая вот интересная красота. Рисунок вяжется очень просто, и я отнесу этот рисунок в плейлист простых узоров. Таким узором связать можно очень многое. От каких-то осенних свитерков, туник, ну и, как я уже говорила, повторяюсь, можно связать великолепный, интересный кардиган, где вязаться будет легко, просто, а полотно будет расти в руках, как на дрожжах. Ну а наш маленький тренировочный образец мы сегодня будем вязать на другой пряже, это тоже хлопок, и как-то позже с этим хлопком я вас познакомлю, но я возьму его однотонным, чтобы даже на маленьком образце вы увидели, как этот узор будет смотреться в однотонной пряже. Раппорт этого узора будет составлять из одной фигурки наборочная одна арочка и всего лишь 2 ряда в высоту. Давайте примемся за работу и свяжем этот интересный, необычный узор. В руках у меня тот же крючок того же номера и вот такой вот хлопок приятного зеленого цвета. Набираем первую петельку. Хорошенько затягиваем узелок и вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь делаем 4 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 4 накидами. Провязали столбик и теперь соединили эти 2 петельки вместе. У нас получилась первая арочка для одного раппорта. Вяжем следующий раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова 4 накида на крючок. Возвращаемся в петельку соединения между арочками, захватывая 2 дужки и провязываем столбик с 4 накидами. Соединили 2 петельки вместе. У нас есть вторая арочка под второй раппорт. И вот так вот такими вот арочками мы набираем нужную нам ширину для нашего изделия. Я набрала 5 раппортов, 5 арочек. Этого будет вполне достаточно, чтобы увидеть этот узор. И отсюда начинаем вязать первый ряд этого рисунка. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем 3 накида на крючок. Возвращаемся в ту же петлю, первую угловую, и провязываем столбик с 3 накидами. Связали и 2 петельки соединили вместе. У нас тоже получилось колечко. Теперь вяжем воздушную петлю под столбик, под вот эту вот цепочку, которая из столбика с 3 накидами, мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Следующий у нас полустолбик с накидом.
Следующий у нас столбик с накидом. Следующий у нас столбик с 2 накидами. И последний мы вяжем столбик с 3 накидами. Провязали. Теперь, пропуская арочку раппорта, в соединении между раппортами мы провязываем столбик без накида. Разворачиваем вязание. И по вот этому вот ребру в каждую петлю мы провязываем вот такой вот соединительный полустолбик. Раз. Теперь 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь вяжем 4 воздушные петли. Раз, 2, 3 и 4. Возвращаемся в эту же петлю. Провязываем снова соединительный столбик. И, захватывая за цепочку, вяжем еще один соединительный столбик. Отсюда мы вяжем 6 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание. И в этой фигурке это у нас наборочная арочка. А вот у нас 1, 2, 3 столбика. Делаем 2 накида на крючок. И за третий столбик с изнаночной стороны мы вводим крючок. И выводим его через основание нашей фигурки снова на изнаночную сторону. И провязываем столбик с 2 накидами. Оставляем петельку на крючке. Теперь делаем 3 накида на крючок. Возвращаемся крючком в основание, в соединение между первой и второй арочкой. И вяжем столбик с 3 накидами. И теперь эти 3 петельки мы провязываем вместе. У нас получился первый раппорт. И уже вот эта вот цепочка будет относиться к нашему следующему раппорту. Мы отсюда вяжем воздушную петлю. И под эту цепочку мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Связали фигурку. Берем соединение между следующими раппортами, вяжем столбик без накида. Разворачиваем вязание, опять по ребру провязываем 7 полустолбиков или соединительных столбиков. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в эту же петлю, провязываем соединительный столбик. И теперь крючок вводим вот эту вот петельку, следующую, и тоже вяжем соединительный столбик. Отсюда вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание, делаем 2 накида на крючок,
Раз, два, три. За третий снизу столбик вводим крючок и выводим опять его на изнаночную сторону. Провязываем столбик с 2 накидами. Оставляем петельку на крючке. Теперь 3 накида на крючок. И из петли раппорта, соединение между раппортами, вяжем столбик с 3 накидами. Провязали эти петли вместе. И у нас есть второй раппорт и цепочка для третьего. Мы связали с вами уже 2 раппорта. Вот так вот интересно выглядят эти фигурки. Давайте свяжем еще 3-й раппорт. Мы провязываем воздушную петлю. Под вот эту цепочку мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Связали. Опять вот наш арочка раппорта. Конечную петлю соединения между раппортами провязываем столбик без накида. Теперь разворачиваем вязание и в каждую петельку ребра делаем полустолбик. Связали. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В эту же петлю возвращаемся, делаем соединительный столбик. И вот петелька. Вяжем еще 1 соединительный столбик. И теперь отсюда 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание, делаем 2 накида на крючок и вяжем столбик с 2 накидами, входя с изнаночной стороны, цепляя стенку нашей фигурки, провязываем столбик с 2 накидами. Теперь 3 накида на крючок. И вот из этой петельки нашего раппорта вяжем столбик с 3 накидами. Соединили петельки вместе. У нас получился уже 3-й раппорт. И опять вот эта вот цепочка, это будет стенка следующего раппорта. Вот у нас получилось 1, 2, 3. Итак, мы точно так же вяжем еще 4-й и 5-й раппорт. Воздушная петля, 3 столбика без накида. Теперь полустолбик, теперь столбик с накидом. Теперь столбик с 2 накидами. И столбик с 3 накидами под эту же арочку. Далее мы эту фигурку присоединяем к концу раппорта столбиком без накида. Разворачиваем вязание и по стенке каждую петлю провязываем соединительный столбик. У нас их получается 7. Связали. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. В эту же петлю провязываем соединительный столбик
И в следующую петлю еще один соединительный столбик. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание, делаем 2 накида на крючок, за третий столбик заходя, захватывая стеночку, выводим опять крючок наизнанку, вяжем столбик с 2 накидами, теперь 3 накида на крючок и, входя в конечную петлю раппорта, мы вяжем столбик с 3 накидами. Провязываем эти петли вместе. У нас есть уже 4-й раппорт. И снова воздушная петля. Вяжем 1, 2, 3 столбика без накида. Теперь мы вяжем полустолбик с накидом. Теперь столбик с накидом. Столбик с 2 накидами. И столбик с 3 накидами. Присоединили в конечную петельку столбик без накида. Возвращаемся, разворачиваем вязание по ребру, в каждую петельку провязываем соединительные столбики. Связали. Теперь вяжем 4 воздушные петли. Возвращаемся в эту же петлю, соединительный столбик, и в следующую петлю снова соединительный столбик. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 накида на крючок, развернули вязание. 1, 2, 3. С изнаночной стороны вошли, зацепили ребро и вяжем столбик с 2 накидами. Теперь 3 накида на крючок. И из последней петельки провязываем столбик с 3 накидами. 1, 2 и 3. И эти 3 петли соединили вместе. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Мы сейчас будем вязать второй ряд. Для этого в первой петельке мы обязательно свяжем еще столбик без накида. И на этом остановимся. Сначала я вам покажу, что мы связали и как выглядит наш первый ряд. Вот так вот интересно у нас закручиваются наши вот эти вот фигурки. И второй ряд нашего узора, он у нас очень простой. Он состоит просто из арочек. Первый столбик без накида мы во втором ряду связали. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Пропускаем эту цепочку. И теперь входим крючком не в эту петлю, а на ряд ниже, для того, чтобы у нас не было дырочки. Вот в эту петельку провязываем столбик без накида. Еще вяжем следующий раппорт. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять пропускаем цепочку и присоединяем нашу петельку на ряд ниже. Провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Доходим в петельку на ряд ниже, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять зашли в петельку на ряд ниже, провязываем столбик без накида. И последний раппорт. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И мы заходим в угловую петельку. Вот она, вот здесь вот она у нас будет. Провязываем столбик без накида. Разворачиваем на лицо. Наше пико должно смотреть к нам
на лицевую сторону, мы с вами связали полный раппорт. И теперь давайте его повторим для того, чтобы видеть его переход. Отсюда, вот мы закончили второй ряд, вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваем вязание, делаем 3 накида на крючок, заходим в эту же первую петлю и провязываем столбик с 3 накидами. Соединяем петельки вместе, воздушная петля, и под вот эту вот дужку вяжем 3 столбика без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Связали. Вот наша петля, куда мы должны сейчас эту фигурку присоединить. Вяжем столбик без накида. Разворачиваем вязание и по ребру провязываем соединительные столбики. Как и в первом ряду, их должно быть 7. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в эту же петлю, делаем соединительный столбик. И в первом раппорте мы заходим за арочку в краевом раппорте и тоже делаем соединительный столбик. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание, делаем 2 накида на крючок и точно так же, вот мы считаем 1, 2, 3, за третий столбик мы вводим крючок с изнаночной стороны и, огибая ребро нашей фигурки, снова на изнаночную сторону вяжем столбик с 2 накидами. Теперь 3 накида на крючок. И в конце раппорта входим в петлю, провязываем столбик с 3 накидами. Соединили петли вместе. Мы опять с вами связали первый раппорт. Вот он. И стенка нашей вот этой вот фигурки. Вяжем следующий раппорт. Воздушная петля, опять 3 столбика без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Связали и опять присоединили его, пропуская цепочку в конце раппорта. Развернули вязание. По стенке вяжем переходные соединительные столбики до вершинки. Получается у нас 7 вот таких вот переходов. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся сюда же. Провязываем соединительный столбик. И в следующую петлю опять соединительный столбик. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Опять развернули вязание. 2 накида на крючок. Вошли с изнаночной стороны, зацепили стенку, вяжем столбик с 2 накидами. Теперь 3 накида на крючок и вяжем столбик
с 3 накидами. Связали, соединили вместе. Воздушная петля, и мы снова повторяем раппорт. Вот я вам сделала переход на следующий раппорт, и думаю, что вы поняли уже принцип этого узора. Ну, а 4-й ряд будет у нас повторяться точно так же, как и 2-й. Ну, давайте мы самостоятельно уже довяжем этот раппорт до конца и посмотрим, что у нас вышло. Я закончила уже и 2-й раппорт, довязала этот ряд, 1-й ряд 2-го раппорта, и вернулась обычными арочками, точно такими же, как я вам показывала и во 2-м ряду 1-го раппорта. Вот такой вот интересный узорчик у нас получается. Очень интересный, очень симпатичный и настолько просто исполняется. Думаю, что узор очень прост. Он вам обязательно должен понравиться, и вы будете его применять в своих изделиях. Ну и заодно вы посмотрели разницу этого узора на гладкой пряже и на меланжевой пряже. Сейчас я возьму большой образец на меланжевой пряже и еще раз вместе посмотрим. Ну а теперь давайте посмотрим на оба образца вместе. И, конечно, у каждого будет выбор. Меланжевая пряжа или же гладкая однотонная пряжа. Хочу обратить ваше внимание, что большой образец уже отпарен, выглажен. Этот маленький еще нет. И когда вы будете гладить, то сразу вам даю совет, что утюг при поглажке этого узора вы должны будете вести по диагонали, с нижнего угла по диагонали вверх, для того, чтобы наша фигурка раскрывалась и делала вот такой вот результат. А результат достаточно интересный. Мы смотрим на этот узор сейчас с лицевой стороны. Вот так вот будет выглядеть его изнаночная сторона. Она очень аккуратненькая и тоже симпатичная. Мы связали с вами сегодня очень простой, но интересный узор. Я жду ваши комментарии, жду пальчики ваши вверх. И до новых встреч, и до новых идей.